Привет, зритель! Ты на канале Red Hyena. Меня зовут Алла, и это бонусное видео к главе 1 и 2. Видео, где я прохожу главу 1 и 2 на уровне сложности профессионал, ты можешь посмотреть, перейдя по подсказке или заглянув в описание. В этом же видео я рассмотрю фигурки ключевых персонажей из предыдущего видео. Фигурка номер 16. Городской Маджини 4. Женщина. Эта дамочка – прямое доказательство того, что плага типа 2 лучше плаги типа 3. В то время как плага типа 3 убивала всех женщин без разбору, заражение же плагой типа 2 вы можете спокойно разделить со своей девушкой. Прежде чем давать плагу типа 2 детям, посоветуйтесь с лечащим врачом. Чего не хватало плаге типа 3, непонятно. То ли ей требовалось дополнительное белое мозговое вещество, которое есть у мужчин, то ли она вступала в прямое взаимодействие с яичками своего носителя. В любом случае, с плагой типа 2 эта проблема была устранена. Спасибо мистеру Ирвину за это, великому феминатору, который решил, что женщины тоже имеют право жрать Лас-Плагас наравне с мужчинами. Вива Ирвин! Ура! 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 Только этих дамочек Лас-Плагас делает почему-то агрессивнее, чем местных джентльменов. Доброго вам пути, милая леди! Фигурка номер 17. Цифалист. На самом деле об этом виде мутантов мало что известно, в игре о них ничего не пишут. Чтобы прояснить ситуацию, я обращусь к одному из официальных источников – Archives, второй том, посвященный как раз 4 и 5 частям. Когда телу хозяина будет нанесено достаточно урона, плага внезапно мутирует и вырвется из его шеи. И этот особый вид плаги, похоже, принадлежит к тому же виду, что и носители A-типа – Ганадо, обитающие в Европе. Само тело плаги слабеет на ярком свету, но обладает большей выносливостью и силой атаки, чем до его трансформации. Оно может свободно вытягиваться и втягиваться, чтобы атаковать на большом расстоянии, из шеи хозяина. Название происходит от слова цефалопендра, разновидности африканского клубня, вырастающего из толстого шаровидного основания. Доброй дороги, друг! Фигурка номер 9. Капитан Дэн Дечент. В самой игре нам ничего о нем не рассказывают и никак его не раскрывают. Очень жаль. Что ж, вновь обратимся к Аркаеву. Дечент был командиром группы Альфа, которую первыми послали арестовать Ирвина. Он достаточно рано уволился с армейской службы в Америке и стал солдатом удачи в частной военной компании в Центральной Африке. Там он стал свидетелем множества трагедий, причиненных BOW, и чувствовал себя обязанным присоединиться к BSAA, чтобы попытаться остановить их. Он погиб от лап Урабороса. Таким образом, мы узнаем, что Дечент – бывший вояка. Сначала он убивал людей в Америке, а затем или разочаровался в военной службе, или решил, что нужен в другом месте, и уехал в Африку, где присоединился со временем к BSAA, чтобы спасать людей во искуплении, очевидно, тех смертей, которые он принес, неся военную службу ранее. Именно поэтому Дечент и великий, кто бы что о нем не говорил. Покойся с миром, Дечент. Вряд ли ты хотел бы, чтобы за тебя мстили и сеяли больше смертей. Фигурка номер 32. Ураборос. Это первый Ураборос, с которым мы сталкиваемся. Этот Ураборос был создан Леди Вороной. Связан ли с этим хоть как-то Ирвин, неизвестно. Создан он был то ли для демонстрации Урабороса BSAA-евцам,
и попытки наконец заставить их шевелиться, то ли для того, чтобы помочь Рикарду сбежать. Однако, если Ирвин знал о том, что его ждет засада, то зачем прибыл? Как он умудрился оставить в случайном здании важную информацию по своим местным делам, напрямую ведущим к местной лаборатории? И зачем? Да, и судя по внешнему виду Ирвина, разбитая голова и порванный грязный костюм, Уроборос достал и его, пока тот там бегал. Напрашивается вывод, что этот Уроборос все же был демонстрацией персонально для BSAA. Вот что пишет один из сотрудников BSAA о компетентности руководства и конкретно об этой миссии. Незадолго до начала операции обнаружился поразительный факт. Я признаю это биотерроризмом. Если предположить, что мы провели исследование, результатом которого стала совместная операция с западноафриканским отделением, они этого не признают. Эта операция, похоже, рассматривается только как операция по аресту Ирвина. Естественно, участникам на поле боя не сообщили о возможности биотерроризма. Это не только я, но и Амади из западноафриканского отделения также выразила резкий протест Бюро планирования операций. Но они не согласны, и доказательства того, что биотерроризм происходил, слишком слабы для них, ведь это всего лишь блок Адама. Раз уж так сложилось, я попытался сообщить о возможности биотерроризма. Я, возможно, был бы более настойчив, если бы мне не приходилось постоянно обращаться к сайту и разгребать запутанную информацию. Это была моя ошибка. Филиал в Западной Африке придерживался той же идеи, что и я, в чем я и убедился. Я неправильно повел себя изначально, и это Strike 2. По крайней мере, я пытался передать свои опасения Крису Редфилду, но он уже уехал. Я информационный аналитик 6-го уровня, поэтому у меня нет полномочий передавать информацию напрямую. Я ничего не могу поделать. Хотя это противоречит правилам, мне приходится использовать личные связи для передачи информации. Прямо сейчас я буду делать то, что считаю лучшим. Кстати, сегодня у меня были вопросы к журналисту относительно некоторых других дней. Кажется, он слышал об Уроборосе. Я думал, что это всего лишь слух, распространяющийся в пределах BSAA, но похоже, он распространился и дальше. Мне может потребоваться поискать информацию об этом. Очевидно, что если бы руководство BSAA было бы более компетентным, то агенты были бы готовы к биологической угрозе. Вместо этого они все думали, что всего лишь ловят смазливого паренька в костюмчике, что их в итоге и погубило. Бедолага. Ставь лайк и пиши комментарий, если тоже уважаешь Дечента. Чтобы не пропустить новые видео, подписывайся на канал и нажимай на колокольчик. Спасибо за просмотр и веселого прохождения!